Воистину, есть души среди нас, чистые, как утренняя роса на траве, чуткие, словно ветер, стребок шепоту судеб людских. Они тихие хранители мира, поглотители боли и смягчители раздоров. Но кто же заботится о тех, кто исцеляет других? Кто дарит живую воду памяти тем, чья задача — утолять жажду чужих сердец? Годами они несли бремя сочувствия, плечами принимая тяжесть чужой скорби, умаляя собственный свет, словно кормили птиц на морозе, забывая о собственном хлебе. И вот приходит время, когда внутренний огонь меркнет, а сила покидает тело не громом и молнией, но тихим шепотом: «Довольно». Это не упрек, не гнев Перуна, разящего врагов. Это осознание мудрое, как совет вольных волхвов в сворожьем круге. Больше так продолжаться не может. Эмпат отступает тихо и незаметно, словно тень на закате. И мир вокруг, привыкший к его неустанной заботе, ощущает пустоту, подобную безлунной ночи. Особенные души эти дети живы и мары одновременно, танцующие танец жизни, смерти, возрождения. Они чувствуют мир глубже, чем смертные обычные, словно слышат голоса духов лесов и рек. Их дар позволяет создавать гармонию в домах и дружбе, быть опорой для слабых и утешением для скорбящих. Но часто эта чувствительность становится проклятием, когда эмпат начинает поглощать чужую печаль, забывая о собственных нуждах, словно пьет из отравленной чаши. Когда приходит время прекратить бесконечную жертву ради себя самого, это не крик и буря, а тихий уход в Навь лес, где можно услышать шепот предков. Это не проявление обиды, но признание правды, защита души своей долг священный. Они перестают быть пешками в чужих играх, понимая, что истинная любовь строится на равноправии и взаимном уважении, словно крепкое дерево с корнями глубоко уходящими в землю. И когда эмпат отступает, мир меняется, друзья перестают звать первыми, партнеры ищут утешения в других руках, а семьи чувствуют тяжесть нерешенных споров, которые раньше сглаживались тихим участием. Они сталкиваются лицом к лицу со своей собственной ответственностью за свои чувства и поступки, словно смотрятся в зеркало правды. Ты изменился, слышат они упреки, но правда проста. Эмпат просто перестал жертвовать собой ради тех, кто никогда не предлагал помощи взамен. И путь к исцелению начинается с осознания. Любовь к себе — это не гордыня. Но основа для жизни счастливой и здоровой эмпаты учатся любить себя так же бережно, как они любили других, заботиться о своих нуждах, строить границы крепкие, словно стены града, свороживо выбирать людей, которые ценят их глубину души и чуткость сердца. Они находят умиротворение в тишине лесов, словно возвращаются домой после долгого странствия. Их молчание становится оберегом, защитой от внешнего хаоса и суеты мира. Это заявление: я больше не позволю ранить сердце свое ради чужого комфорта.
Мир может и не понять этого сразу, но он остро почувствует отсутствие эмпата, пустоту, подобную безветрию в поле. И эта пустота научит гораздо большему, чем его присутствие когда-либо могло. Истинная ценность заключается в умении любить себя так же сильно, как вы любите других. Позвольте себе быть целостными, сильными и счастливыми. Ваша тишина — не конец истории, а начало новой главы вашей жизни. Пусть Велес укажет вам верный путь, пусть Сварог согреет своим пламенем, а Жива дарует силу возрождения.